Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Сегодня у нас короткий обзор пятничных торгов. Было все волатильно, все летало по понятным причинам. Выходили данные по состоянию рынка труда в США. Я с новостями не слежу, но я знаю, что каждую первую пятницу месяца какие-то новости, да, и рынок летает. Так вот, когда рынок летает, мы можем делать деньги. И сегодня я покажу, где мне удалось сделать, а где я ничего не взял. Начнем, наверное, с золота, потом индекс NASDAQ, потому что по золоту все началось очень интересно, но я не буду фокусироваться вот на этой продаже, хотя она принесла порядка 80 пунктов профита за 11 минут, там можно было сделать 150 пунктов за 11 минут, если мы торгуем один лот, это $1500 профита, но мы эту сделку берем. Я хочу сфокусироваться сегодня на ложных пробоях, их было много в пятницу, это один из последних, скажем так, или крайних наших индикаторов и торговых роботов, которые мы внедрили и по которым торгуем с трейдерами в чате. И он выглядит следующим образом, самый, наверное, один из точно самых простых и примитивных сигналов. Он выглядит следующим образом. Сначала мы получаем вот такую вот окраску красного цвета. Это говорит о том, что здесь состоялся ложный пробой. Мы смотрим вниз, гистограмма тренд-фильтра красная. То есть красный ложный пробой и красный тренд-фильтр, если совсем просто, чтобы у нас были ассоциации. То есть если я вижу красный ложный пробой, еще раз красный ложный пробой, то я смотрю вниз на гистограмму тренд-фильтра. Также я посмотрю налево, если у меня слева предыдущая зона. В данном случае у меня есть зона поддержки, как раз это открытие в момент новостей. Предыдущая зона, ее пробили, это первая откат к этой зоне, и мы видим ложный пробой. Соответственно, здесь sell, не такое большое движение было, как хотелось, скажем, увидеть. Я здесь взял плюс 40 с копейками пунктов. Потом мы видим снова возможность продать. Здесь я уже не участвовал. Тоже ложный пробой. Но вот здесь есть одна фишка. На мой взгляд, она достойна внимания. Это фишка. И мы всегда смотрим на то, в каком контексте рынка произошел ложный пробой. И вот здесь, наверное, самые идеальные условия были. Почему? Потому что первое условие, если мы отбросим тренд-фильтр и отбросим сам ложный пробой, рынок сделал новый минимум. То есть мы практически все свои решения на рынке принимаем, исходя из вот этой фундаментальной основы, фундаментальной структуры, новый минимум, новый максимум и так далее. Если вы будете следовать, скажем, вот этому циклу или вот этому принципу новый минимум, новый максимум или более высокий, более низкий, неважно. В данном случае мы говорим про более низкий минимум, импульсная волна вниз. Если вы будете следовать этому принципу, вы чаще всего будете на правильной стороне рынка. И ложный пробой предполагает как раз торговлю в направлении нового минимума. Новый минимум, тренд-фильтр красный. Первая коррекция к структуре и первая точка входа ложный пробой sell. Здесь мы видим еще дополнительный sell сигнал совпал, но это не так важно. И здесь мы видим тоже ложный пробой, тоже sell. Но если мы посмотрим с вами, вот этот ложный пробой номер 2, несмотря на то, что он отлично отработался, он пришелся на вот эту волну, то есть внутри все происходило вот этой основной волны, которая сформировалась в первые 20 минут, да, как произошли новости, и она сумасшедшая по своему диапазону 200 пунктов, и мы видим, что это сигнал внутри. Да, этой волны мы бы в идеале предпочли новый минимум, то есть обновление этого минимума и затем ложный пробой. И вот такая ситуация была по индексу NASDAQ. По индексу NASDAQ я засиделся в пятницу. Сейчас я найду ложный пробой. Вот здесь, вот смотрите, вот это идеальный, наверное, ложный пробой, который только можно представить себе, потому что есть ложный пробой против тренда. Новый минимум, да или нет? Да. Затем я вижу, рынок стал корректироваться, тренд-фильтр красный, ложный пробой красный. Не вошел, не было у меня здесь позиции. Видимо, я
Я так предполагаю, что я был немного раздосадован тем, что я пропустил вот эти первые коррекции. В частности, вот этот сигнал идеальный на sell, если здесь еще далеко до ценности, потому что, например, если я здесь продаю, мне надо стоп поставить очень далеко. Это огромный стоп по NASDAQ, да, волатильность большая и так далее, но это очень много, и такие сделки мне не интересны. А когда рынок вышел на вторую коррекцию после нового минимума, то есть вот здесь, да, новый минимум, опять структура, да, трейдера держим всегда в голове, коррекция. Далеко. То есть здесь коррекция хорошая, в том смысле, что она первая после вот этой огромной слоновой свечи, скажем так. Рынок не смог преодолеть планку 50-60% коррекции. То есть здесь рынок стал реагировать. И казалось бы, да, ты можешь здесь продать короткий стоп, поставить, но поставить короткий стоп в слишком волатильном рынке, ну, такое не самое, на мой взгляд, правильное решение. Его надо ставить куда подальше, а если куда подальше, то и тебе и тейк надо ставить куда подальше, чтобы выгодно было, да, соотношение риска к прибыли. Поэтому здесь я проигнорировал позицию, абсолютно верно, здесь вопросов нет, но есть большие вопросы. После нового минимума, видим, рынок снова стал корректироваться, да, и здесь одна из форм коррекции, которую мы называем ступенчатая коррекция, которая формирует A, B, C, D паттерн. Да, если вы знакомы, то это тоже один из отличных способов вообще торговать, не только на коррекции, но и развороты в том числе. То есть симметричные, равнозначные движения. И еще что характерно, я обещал ложный пробой, но опять полез вас обучать. Лайк ставьте за это. Вот мы видим, рынок сформировал здесь новый минимум, да, точку. И мы предполагаем, что после этого нового минимума будет коррекция. Да, мы хотим продать после того, как рынок немножко подрастет, да, подороже, потому что здесь продавать дешево. Почему здесь продавать дешево? Потому что рынок уже обвалился на хреновую тучу пунктов, и вероятность продолжения меньше, чем вероятность коррекции и потом продолжения. Более того, мы здесь видим очень широкие бары, широкодиапазонные, и по ходу коррекции эти бары немножко стали сужаться, волатильность немножко, скажем так, скомковалась. Можно же так сказать, да, скомковалась волатильность, то есть произошло некоторое сужение, да, компрессия волатильности, и это дает отличные шансы, чтобы прыгать в новый, возможно, виток волатильности, в новый поток волатильности. Так вот, мы видим, рынок скорректировался, но до ценности не дошел. Что есть ценность? Да, я предпочитаю смотреть на точки vol. Это точки волатильности, они основаны на, они называются FIB-DATS. FIB это Fibonacci, DATS точки. Они основаны на цифрах Fibonacci и на ATR. Таким образом, я использую их не только как функцию трейлинг стопа. Что значит функцию трейлинг стопа? Например, если я где-то здесь продал, представим, вот я здесь продал, и начинаю двигать свой стоп, пока цена падает. То есть цена падает, пока цена находится под точками черными, я двигаю свой стоп на sell. Да, и таким образом зарабатываю до тех пор, пока меня не вынесло вот здесь. То есть пока цена не задела эти точки. А второе, одно из, точнее, назначений, второе назначение – это понимание цена-ценность, да, вот этого стандартного ритма, когда происходит расширение, потом цена, потом сужение волатильности. Так вот, здесь дорого, точнее, здесь очень дешево для меня. Почему? Потому что стопы должны быть здесь. Но потом мы видим, рынок мало того, что пришел сюда, как он еще пришел? Да? Идеально A, B, C, D движение. Более того, все паттерны, абсолютно все сигналы будут работать прекрасно, когда вот такой ликвидный и активный рынок. Здесь мы видим идеальную симметрию, точки входа здесь. Здесь плюс еще есть наш сигнал, он просто на графике не отображен. Сигнал для торговли на коррекциях с точкой входа здесь, стоп здесь. И согласитесь, что 35-40 пунктов стоп, в отличие от даже не 60, это самый короткий стоп в этой ситуации 70, то есть в 2 раза больше мне надо поставить стоп. И да, бывает такое, иногда рынок не уходит далеко и падает дальше, но чаще всего цена будет корректироваться, это раз. А второе, если мы здесь продаем, мы никакого по факту преимущества не получаем. Мы получаем, ну, как бы потенциальную возможность поучаствовать в движении, но тогда, если стоп 70, какой тейк ты должен поставить, чтобы это как-то себя оправдывало? Сколько? 100 пунктов. А 100 это очень много, внутридневной диапазон 100 пунктов, это за сколько цена должна пройти? Да, она может пройти, учитывая волатильность, но все равно.
То есть я исхожу из абсолютнейшей, примитивнейшей логики торговли. Да, цена, ценность, расширение, сужение. Не сигнал сам. Сигнал это потом. Потому что сигнал вот sell, сигнал, ну открывай сделку, черт возьми. Что думаешь, сидишь? И здесь, кстати, тоже похожая история, видимо, ступенчатая коррекция. Но проблема в чем? Есть проблема вот в таком анализе, он субъективный. Да, потому что я могу брать разные волны, разные коррекции, разные импульсы. Здесь же я вижу информацию, я вижу четко ложный пробой, он выделен красным цветом, у меня сразу идут ассоциации. Ложный пробой красный, тренд-фильтр красный, после нового минимум sell. Итого, сила сигнала номер один, то есть я это могу заключить в определенную последовательность событий, начиная от левого края до правого. Новый минимум SS1. Я не буду писать, я думаю, что вы знакомы с моим алгоритмом торговли. Если нет, то ссылки под этим видео, изучайте все системы, все подходы, тренинги смотрите. Новый минимум. Сила сигнала номер один, я вижу эту информацию, да. Тренд-фильтр красный, да. Ложный пробой на sell, да. Кластер 3. 3 визуальных условия, указывающие на sell. Более того, у нас достаточно короткий стоп за структурой. И как минимум мы рассчитываем на take-профиты в районе предыдущей зоны, предыдущей структуры. Но здесь я не поучаствовал, как я говорил. Предполагаю, что это было связано с некоторым таким взбудораженно эмоциональным состоянием, когда ты пропускаешь движение, смотришь на него, готовишься, вкладываешь всю душу, уже все вот-вот, и в какой-то момент что-то происходит у тебя в каком-то месте, и ты вдруг сливаешься, да, в плане того, что не принимаешь решения. Это нормально и не зависит от количества времени у экрана. Просто чем дольше ты торгуешь, тем этого меньше. Но иногда у меня такие моменты бывают. Я их воспринимаю более болезненно, потому что все-таки торгую очень давно, и вот эти комбинации торгую давно и знаю их наизусть. Но иногда такое бывает, и не стоит себя за это ты какой и так далее. Вот. Затем рынок продолжил эту схему, новый минимум нет, ретест, вот здесь как раз ложный пробой. Идем дальше, и что самое любопытное, там пошли дальше ложные пробои. Парадокс в том, что они были настолько идеальны, вот просто посмотрите на эти ложные пробои. Точка входа на sell, то есть это идеальная просто точка входа на sell по направлению вот этого тренда. Идеальная снова точка на sell, самая высокая точка на sell по направлению тренда здесь. И потом еще под самые не хочу, и очень поздно, еще один sell, и просто рынок за какие-то, я не знаю, 20 минут упал чуть ли не столько же, сколько вот здесь цена обвалилась крайне быстро. Я здесь тоже так набрал 50 пунктов здесь и плюс-минус 50 пунктов здесь. Если вы что-то пропустили, посмотрите на уровень внутренней вот этой температуры, что меняется, потому что, скорее всего, то, как вы смотрите на вещи, уже вы смотрите на них по-другому, нежели в самом начале, потому что в начале вы еще были, скажем так, как чистый лист, да, то есть вы были спокойны, вы были сконцентрированы, вы подготовились, а когда уже что-то произошло, вы уже потеряли почву, да, вам нужно ее обрести. И вопрос, сколько на это потребуется времени. Кому-то не хватит суток, кому-то хватит несколько часов. Мне обычно 1-2 часа достаточно, я пришел уже в себя. Ну и вот эти сигналы я исполнял абсолютно спокойно, без всякого там, не то что сомнений или нет, но я понял, что я делаю все правильно. Да, я делаю это поздно, но я делаю правильно с точки зрения своих, скажем так, сигналов и комбинаций. Но, конечно, даже если мы используем технику выхода из позиции, которая подразумевает выход по окончанию сессии, то если мы здесь заходим даже по одному вот этому сигналу, окончание сессии у нас здесь там около 23 по Москве, это 200 пунктов трейдера, это очень много по NASDAQ, скажем, за 300 минут, сколько здесь, 4 часа, там 5 часов, это супер просто, да? Даже если пропустил здесь, вот вторая волна пошла, и это нормальные, да, очень даже солидные деньги. Но сегодня я не хочу говорить про money management, потому что это немного другая тема, но от этого многое зависит. Да, вы можете торговать отличный сигнал вот в таких условиях, зайти здесь, взять писюльку здесь и
не дозаработать на всем этом отрезке. И в итоге хороший сигнал, рынок прошел в вашу сторону, а вы заработали 10%, там 20% от движения при потенциале и при возможности заработать, скажем, если мы даже берем трейлинг стоп, при возможности заработать там в 2, 3, а может быть 4 раза больше. Это отдельная тема. Вы, кстати, под этим видео можете написать свои пожелания по тематикам, если вам какие-то темы определенно интересны, менеджмент. Ну, психологию не буду, потому что весь канал усыпан психологическими тренингами, смотрите, изучайте, хотя и сегодня тоже. Вот. Может быть, теханализ, может быть, какие-то фишки, которые вы хотели бы, чтобы я с вами поделился ими. Абсолютно разные могут быть темы, именно связанные с торговлей, может быть, даже больше с теханализом. Вот. А если вы хотите уже такие проверенные практические все фишки, то изучайте мои торговые системы, подключайтесь в закрытый чат и учитесь, становитесь профессиональным, стабильно зарабатывающим трейдером. Всего доброго, до связи, пока.